Это видео будет полезно не только начинающим, но и опытным художникам, у которых уже есть некоторое понимание теории цвета. Я расскажу, как устроен цветовой круг, расскажу про некоторые противоречия цветового круга, о которых, возможно, вы не знали. По ходу лекции растолкую некоторые художественные термины, а также я с помощью реальных художественных красок продемонстрирую некоторые ошибки в теории цвета, которые формируют ложное представление у начинающих художников, а опытному художнику труднее будет избавиться от стереотипов. Начиная с 17 века художники рисовали цветовые диаграммы, в том числе современные компьютерные цветовые модели. Но каждый раз, когда речь заходит о теории цвета, у современных художников неизменным референсом является цветовой круг Иттена. Назван по имени швейцарского художника Йоганнес Иттен. Вот он, круг Иттена, и именно эту картинку из Википедии современные художники обычно берут в качестве референса. Фактически здесь нарисован не круг, а разные геометрические фигуры. Поди разбери, что все это значит. В этой схеме легче разобраться, если нарисовать три отдельных круга: трехцветный, шестицветный и 18-цветный. Но обо всем по порядку. Что такое первичный цвет? Вы все, наверное, слышали еще со школы из детского садика, что основные три цвета – это желтый, красный и синий. Считается, что эти три первичных цвета можно между собой смешивать, и так у нас получатся любые другие оттенки. Цветовой круг Иттена нам говорит о том, что три первичных цвета – это желтый, красный и синий, а если смешать красный с синим, то получится фиолетовый. Но на самом деле это не работает, потому что сейчас сами все увидите. Среди множества цветовых оттенков существует три основных цвета. Это желтый цвет, пурпурный и голубой. За основу можно взять оттенок розового цвета под названием маджента и оттенок голубого цвета под названием циан. Примерно по такому принципу устроен трехцветный принтер. Желтые чернила, чернила цвета маджента, чернила цвета циан и еще черные чернила в придачу. Теперь от трехцветного круга переходим к шестицветному. Если смешать желтый цвет с пурпурным, получится оранжево-красный сектор. Если смешать пурпурный цвет с голубым, получится сектор фиолетовый. Смешиваем голубой с желтым, получается зеленый сектор. А теперь соединяем три полукруга вместе и получаем шестицветный круг. Представим, что этот круг нарисован акварельными красками. Берем кисточку и накрашиваем сверху еще один слой желтый, розовый, голубой. В оранжевый сектор можно добавить еще немножко розового. Розовый цвет с желтым, в сумме получается красный цвет. Если сюда добавлять черный цвет, белый цвет или черный-белый одновременно, то получится очень широкий диапазон оттенков. По такому принципу устроен трехцветный принтер. Обычно говорят, что основные цвета – это желтый, красный и синий. Но это слишком грубое обобщение. Чтобы на цветовом круге вышел фиолетовый цвет, исходный красный цвет нужно сдвигать в сторону розового или пурпурного. На круге Иттена основные три цвета заключены в треугольник. По Иттену во главе каждого угла желтый, красный, синий. Так вот, если смешать красный цвет с голубым или синим, то получится серый цвет или такой грязно-коричнево-фиолетовый. Беру красную краску, кадмий красный светлый, голубую краску, голубая фталцианиновая. Смешиваю эти две краски, получается серый. Теперь красную краску попробую заменить на розовую. Вместо кадмия красного будет розовый хиногридон. Чтобы на цветовом круге фиолетовый цвет не превратился в серый, в качестве исходного первичного цвета должен быть не красный, а пурпурный или красный, сдвинутый в сторону розового. В трехцветном принтере этот цвет называется маджента, а среди красочных пигментов нам подойдет хиногридон розовый. Как видим, получился тот самый фиолетовый цвет. Попробуем из розового хиногридона сделать красный цвет.
Смешиваем хиногридон с желтой краской. В сумме получается вполне себе красный цвет. Пусть это не самый красный среди красных оттенков, во всяком случае не серый. Этот акварельный круг я нарисовал тремя красками. Индейская желтая, хиногридон розовый и голубая FC. То есть желтый, розовый, голубой. Не желтый, красный, синий, а желтый, розовый, голубой. Теперь объясняю, что значит теплые и холодные оттенки на цветовом круге. Если круг разделить на две половинки, одна из которых желтый, оранжевый, пурпурный, другая половинка фиолетовый, голубой, зеленый, то по одну сторону окажутся холодные цвета, с другой стороны теплые. Деление на теплое и холодное по ассоциативному принципу. Тепло – солнце, пламя, пирожок, холод – вода, снег, трава. Чем ближе к сине-зеленому, тем холоднее. Чем ближе к оранжевому, красному, тем теплее. Следует полагать, что самый холодный цвет будет синий, самый теплый – красный и оранжевый. Желто-лимонные и сиреневые оттенки находятся где-то на грани теплого и холодного. В живописи есть такое понятие, как теплохолодность. Тонкое сочетание теплых и холодных красок. На круге Итона линия теплохолодности проходит наискосок. Мне больше нравится, когда эта линия проходит горизонтально. И да, объясняю, что значит спектральные цвета и что значит противоположные. Спектральные цвета, они же хроматические, это максимально насыщенные радужные оттенки, градация радужных красок на цветовом круге. В чистом виде спектральный цвет в природе встречается редко. Противоположные цвета на цветовом круге образуют пары. Желтый, фиолетовый, оранжевый, синий. При смешивании противоположные цвета нейтрализуют друг друга, и в теории должен получиться серый цвет. Если нужно уменьшить насыщенность спектрального цвета, можно добавить немного противоположного. Портретисты иногда делают так. Для оттенка кожи берут кадмий оранжевый, добавляют немного кобальта синего и еще немного белой краски. Таким способом оранжевый цвет нейтрализуется и получаются сложные и разнообразные оттенки. Шестицветный круг делим на 12 частей. Дальше можно вырисовывать синий, красный, салатовый, бирюзовый и любые промежуточные оттенки. Красный цвет находится где-то между оранжевым и розовым, а синий цвет между фиолетовым и голубым. Разделить круг на 18 частей тоже неплохая идея. Так можно сохранить структуру шестицветного круга. И сейчас стало видно, что тот цвет, который принято называть красным, находится напротив бирюзово-голубого цвета. То есть красный и бирюзово-голубой – это пара противоположных, или как их еще называют, комплементарных цветов. Под красным цветом можно подразумевать любые оттенки, начиная от красно-оранжевого до красно-пурпурного. То же самое относится к синему цвету. Это может быть и голубой, и бирюзовый, и ультрамарин. Поэтому, когда вам говорят, что основные три цвета это желтый, красный, синий, нужно уточнять, какой оттенок красного и какой оттенок синего цвета вы имеете в виду. Рисуя этот цифровой круг, я взял за основу модель Cyan Magenta Yellow Black и с помощью компьютера усилил пестроту отдельных фрагментов круга. Вот так бы выглядел цветовой круг, если в точности воспроизвести модель Cyan Magenta Yellow Black. В данной компьютерной цветовой модели оттенки цвета подогнаны под оттенки чернил в трехцветном принтере. Цвет чернил в принтере немного отличается от художественных красок, но принцип такой же. Если в принтере цветовая триада называется Cyan Magenta Yellow, то в художественных красках это желтый, пурпурный, голубой. В этом коротком видео была вводная информация о теории цвета. Тема с одной стороны простая, с другой стороны сложная. Художники с академическим образованием ссылаются на круг Итона. Ведь круг Итона это не просто референс, а такой символ веры. Художники верят, что красный цвет первичный, ведь он выглядит так убедительно на круге.
Также я хотел бы сказать, что выбирая краски для своей палитры, вовсе не обязательно ориентироваться на эти насыщенные первичные цвета. Более спокойные и менее насыщенные краски в целом будут смотреться более культурно. На цветовой круг можно и нужно ориентироваться при составлении палитры или при составлении цветовой гаммы. Применение цветового круга на практике – это уже тоже отдельная тема. Для дальнейшего углубления в теорию цвета я рекомендую вам ознакомиться с такими тезисами, как насыщенность цвета, яркость, светлота. Если заинтересовали отдельные картинки из этого видео, их можно скачать на моем сайте, ссылка в описании. В силу занятости новые видео для YouTube записываю редко,